Уважаемые народные депутаты, 9-й внеочередной съезд народных депутатов Российской Федерации объявляется открытым. Государственная власть в России в настоящее время, к сожалению, не может характеризоваться как сильная и эффективная. Сколько можно было бы снять противоречий, сколько ошибок избежать, если бы Верховный Совет отказался от отношения к правительству как младшего по чину. Навязываемый обществу тезис о якобы борьбе за реформы и против – это примитивная пропаганда. Перечеркивается то главное, на чем держалась общественная и государственная жизнь последние 3 месяца. Я должен прямо сказать, что меня разочаровало в некоторых частях выступления и президента, и главы федерального правительства. Сегодня нужно не разрушать, а укреплять наметившийся баланс власти. Нужен мораторий на любые действия, дестабилизирующие институты государства в этот период. Суть противостояния между Ельциным и Верховным Советом – это кризис, системный кризис в стране, когда новая Россия, она никак не могла быть увязана с прежней конституцией советской, потому что это совершенно 2 несовместимых понятия. Уважаемые народные депутаты, уважаемые власти, уважаемый президент, остановитесь, остановитесь, научитесь жить вместе по Конституции. Если вы этого не можете, давайте тогда скажем народу, мы не можем обеспечить порядок и дисциплину на почве права. Мы предлагаем вам, россияне, переизберите нас всех вместе. К октябрю 1993 года съезд сделал около 300 поправок в Конституцию. С каждой поправкой сторона становилась все более неуправляемой, и понятно, что это все приводило к параличу власти. Поправки исчислялись сотнями. А в юридическом тексте так невозможно, понимаете? Потому что любая поправка, вот если ты вносишь одну поправку, надо проверить ее на совместимость со всем текстом, от начала до конца, с каждым словом. Потому что иначе возникают противоречия. Самое главное противоречие – всевластие съезда, съезд может сделать все. И принцип разделения властей. Потому что это невозможно, это просто несовместимо. Существовали на конституционном уровне описанные полномочия всех органов. И вот съезд народных депутатов описывался как орган, который может принять к своему рассмотрению любой вопрос. И принимал. Ну, тогда уже было непонятно место исполнительной власти. Непонятно было и место судебной власти, и место президентских полномочий в эту систему никак не вписывалось. Так что с разделением властей не получалось, и это, конечно, было все время причиной конфликтов. Это все ерунда. На самом деле у президента Ельцина были огромные права. Естественно, ему приходилось считаться с парламентом, и с судебной системой, и с регионами. А он все-таки в течение 30 лет руководил как диктатор в огромной Свердловской области, будучи партийным вождем. И, очевидно, вот эти элементы вот такого управления, свойственные партийным вождям, они уже сидели далеко у него внутри. И вот на этой основе постепенно стали нарастать противоречия между Верховным Советом и президентом. Сейчас остается крайне небольшой набор средств, чтобы удержать стабильность ситуации. На нас оказывает давление, нажим, мы раз поддаемся, попадаем в конституционную ловушку, а потом до следующего съезда расхлебываем все. Если не будут приняты эти предложения, то я действительно должен думать о дополнительных мерах для того, чтобы сохранить баланс властей в стране.
Уважаемые народные депутаты, я пришел на этот съезд с надеждой, что у нас хватит мудрости, мужества и воли ради России, ради наших избирателей обрести согласие и начать совместную конструктивную работу. Скажу прямо, вчерашний день принес немало разочарований. Сожалею, что у депутатов не нашли отклика инициативы президента. Это была непрерывная борьба, неравная борьба. Почему неравная борьба? Потому что 2/3 конституционное большинство было у противников Ельцина, противников реформ. Здесь нет противников реформ, но реформы должны иметь внутреннюю логику, свои этапы. Они должны быть легитимны, с точно обозначенными целями на каждом этапе. И на каждом этапе должен быть хоть небольшой, но успех. Первая проблема: Борис Николаевич очень сильно оголил Верховный Совет, потому что ему требовались кадры, и довольно много демократов ушло из Верховного Совета. Это было очень ощутимо. Вторая проблема в том, что усилилась, конечно, позиция коммунистов, потому что реформы, как правило, в первый период времени дают отрицательный результат и очень болезненно для людей, что дает возможность вообще коммунистам атаковать довольно мощно. Сейчас президентская команда потерпела полное фиаско в экономике, катастрофический провал практически во всем, и нужно отвлечь внимание народа. Отвлечь внимание народа от той нищеты, от того грабежа, от того полного дикого развала, который имеет место в стране. Ельцин – это самое большое зло, которое было в стране. Причем это очевидно было. Во всем абсолютно. Он ничем ни собой толком не управлял. Поэтому Верховный Совет пытался выправить ситуацию. В соответствии со статьей 121.10 я вношу предложение об отрешении от должности президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Прошу поставить мое предложение на голосование. Благодарю за внимание. Это была борьба за власть, никакой идеологии у них не было, потому что возврат коммунистической идеологии они как-то стеснялись провозглашать. Поэтому это была борьба за власть, основанная на том, что вот видите, как жизнь-то все хуже и хуже, Гайдар все делает неправильно. Ельцин не хотел никого слушать и выполнять никаких решений. Ельцин занимался кадровой политикой, которая просто вызывала оторопь и все остальное. Что поддерживать? Если бы он делом занимался, я, может, поддерживал. Но он занимался погромом. В Верховном Совете был заместитель, а потом председателем стал Верховного Совета Руслан Хасбулатов, который практически пытался узурпировать власть, а, говоря откровенно, пытался стать первым лицом в стране. И это, конечно же, не сблизило, а наоборот, воздвигло непреодолимую стену между Верховным Советом и президентом. Нет ни внешней политики, ни внутренней политики. Неужели это для нас неизвестные вещи? В конце концов, надо быть хозяином своему слову. Сказал, держи это слово. Борис Владимирович Иванов там. Руслан Хасбулатов человеком был очень своеобразного внутреннего мира. И, в принципе, мы имеем дело, надо в этом признаться, с очень серьезной ошибкой, кадровой ошибкой Бориса Николаевича, личной его ошибкой. С одной стороны, жажда властного «я», с другой стороны, навыки приспособления, выживания и торговли, то ли своими знаниями, то ли своими должностными ресурсами, неважно. И когда Руслан Имранович начал упражняться в этом интеллектуальном всевластии на заседаниях Верховного Совета, видно было, насколько уязвима эта личность. Кто расхлебывает? Верховный Совет и его председатель, которому приклеен уже ярлык какого-то противоборца с кем-то.
Да я еще раз говорю, да с какой мне стати нужна вот это, я не знаю, вот это название этого борца чего-то, всего и так далее. Если говорить о Хасбулатове, то я могу сказать, что при всем уважении к этому человеку он никогда не вызывал у меня горячих симпатий. Очень уж заметна была личная мотивация его в тех событиях. Мотивация личной карьеры и власти. Она просвечивала сквозь всю линию поведения Хасбулатова. Теперь, Виктор Степанович, вы говорите о бюджете. Мы этот бюджет не утвердим. Если вы не переработаете, не дадите нам нормальные статьи о расходах, мы этот бюджет не утвердим. Раз, и примем решение, запрещающее выдавать вашим служащим заработную плату. Постоянно приходилось сталкиваться с вопросами о спорности компетенции, потому что полномочия были у президента большие, он получил особые полномочия на период экономической реформы на основе актов, принятых съездом народных депутатов, но все его меры, которые он предлагал, Верховный Совет не принимал. Появилась еще другая беда. Это такое опасное противопоставление Рудского и Ельцина. Иногда говорят, что Рудской очень переживал, когда не нашел себе достойного места. В программе нашей экономической не бывает коммунистического, капиталистического, социалистического планирования. Бывает нормальный термин экономический: планирование, регулирование, управление. И так или иначе он расстраивался от невостребованности в ключевых государственных решениях. А все наша одна строчка в Конституции. Выполняет поручение президента. Все. Больше ничего. И были такие периоды, что я по месяцу, по два выполнял поручение президента, сидел, читал журналы. Я считаю, что Александр Владимирович Рудской довольно честный и открытый человек, довольно простой человек, порядочный достаточно человек. Простой, доходчивый, доверчивый, желающий себя реализовать, с сложным жизненным опытом. Человек, который по размаху своей личности, по своим знаниям, по своей эрудиции, по своим возможностям не соответствовал требованиям момента. Ельцин мне обещал реформирование вооруженных сил и восстановление полной обороноспособности страны. Отдал сельское хозяйство. И я ему пришел и говорю: Борис Николаевич, я даже не знаю, сколько у коровы на вымене сосков. И я не знаю, как отличить ячмень от пшеницы, пшеницу от ржи. Он не мог стать достойной альтернативой Борису Ельцину. Конечно, Рудской был недоволен той ролью, которую он играл, будучи вице-президентом. Конечно, Хасбулатов тянул одеяло на себя. Но дело не только в этом. Я была в Белом доме, я видела этих людей. Очень многие искренне верили в то, что страна идет неправильным путем. Это правда. То есть если верхушка могла бороться за власть, то люди среднего звена, у них было другое представление о пути России. Президента загоняют в угол. Ему постоянно мешают решать те вопросы, те задачи, которые он обязался, в том числе по существу. Безусловно, инициаторами всех конфликтов выступал именно депутатский корпус, именно Хасбулатов со своей ближайшей командой. То есть они всегда обостряли ситуацию, они всегда шли на жесткий конфликт. Ельцин чаще, кстати говоря, шел на компромисс. Если съезд будет и дальше стоять на позиции конфронтации, если будет разрушено то хрупкое согласие, которое мы имеем, то надо идти на референдум. Он останется единственным средством разрешения конфликта.
Я был противником этого референдума. Не потому, что там чего-то боялся. Я Ельцину говорил, посмотрите, сейчас страна и так у нас в очень крупных противоречиях, мягко скажем. Так вот, уже дело дошло до крайностей. Социальное положение плохое, экономическое плохое. Референдум послужит только для того, чтобы канализировать эти настроения, углубить противоречия. Ничего вы не добьетесь. События приобретают действительно крайне неблагоприятное и непрогнозируемое развитие. Речь идет о достаточно простой попытке государственного переворота. Уважаемые сограждане, я предлагаю цивилизованный, основанный на фундаментальных принципах Конституции выход из кризиса. Без чрезвычайщины и произвола, без танков и баррикад, без митингов и забастовок. Все будете решать вы сами, граждане России, своим голосованием. Это будет ваш выбор, выбор народа. Рассчитываю на понимание моих действий. Прошу вас поддержать своего президента. Верю в вашу поддержку. Если перефразировать известного теоретика, референдум, о котором столь долго говорили и мечтали необольшевики, можно сказать, свершится. Христос воскрес! Воистину воскрес. Добрый вечер. В студии Дмитрий Политбюров. 23 апреля. Послезавтра референдум. То есть светлый праздник Воскресения Христова должен закончиться чьей-то политической смертью. Кто не знает, как голосовать, наш совет. Коль противен президент, голосуй нет-нет да нет. Коль спикер ерунда, голосуй да-да нет-да. 4 вопроса, известные истории, как да, нет, да, которые так люди ответили, они состояли в том, чтобы выяснить, доверяет ли избиратель президенту, верит ли он и поддерживает ли он, я имею в виду избирателя, экономические реформы, хочет ли он досрочные выборы президента провести и хочет ли избиратель досрочно провести выборы парламента. Я отвечу 3 раза «да». И 1 раз, когда речь пойдет о снятии Ельцина с работы, я отвечу «нет». Да, нет, да. Да, нет, да. Да, нет, да. Средства массовой информации, к тому времени монополизированные Кремлем, услужливо объяснили, что надо голосовать «да, нет, да». И люди уже не думали, людей направили на референдум, уже везде висели «да, нет, да». Да. Да. Нет. Да. Да, нет, да. Мы строим новую Россию. И вот эта манипуляция привела к голосованию «да, нет, да», когда все в засос полюбили президента, и терпеть ненавидели парламент. Все съезды транслировались, и выступления Хасбулатова транслировались, и выступления Рудского по всем каналам. То есть это была абсолютно такая публичная, яркая, агрессивная дискуссия, где позиции депутатов были очень сильные. Неожиданно и для нас, для самих, референдум мы выиграли, причем выиграли даже в большей степени, чем рассчитывали на это. Нет, против выборов президента высказались люди. И да, они высказались за досрочные выборы парламента. И это, конечно, было сильнейшим ударом по Верховному Совету, консервативному, коммунистическому. И это было сильнейшим ударом по Хасбулатову. Референдум осуществил раскол общества. Первое. Радоваться можно сколько хотите. Тот, кто эту задачу для себя, она достигнута. Здесь случилось обстоятельство, которое, с моей точки зрения, подлило масло в огонь этой конфронтации, потому что решения, принятые на референдуме, Конституционный суд не признал имеющими юридическую силу. И это решение Конституционного суда, очевидно, придало силу законодательному органу, законодательному собранию.
К сожалению, получилось так, что мы не сумели эту инициативу по-настоящему использовать. Они очень быстро пришли в себя, они очень быстро поняли, мало что народ сказал, а все равно экономика-то от этого не улучшилась, экономические проблемы в стране тяжелейшие, десятки миллионов человек находятся на грани выживания, это чистая правда. Ну как же такой прекрасный ресурс не использовать и с этим ресурсом не пойти заново штурмовать Кремль? Ровно это они начали делать уже практически с лета 1993 года. Ельцин – враг народа! Ельцин – враг народа! Ельцин – враг народа! Ельцин – палач! 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 На мой взгляд, нужно было действовать жестко после референдума. По сути, на референдуме он получил мандат на распуск Верховного Совета, на продолжение реформ. И он им не воспользовался именно потому, что он хотел действовать в рамках конституционного поля. Он не хотел за него заходить. Все-таки у него был вот этот опыт августа 1991 года, когда та сторона, которая первой выходит за красный флажок, она в конце концов и оказывается проигравшей стороной. Смотря с сегодняшнего дня, мне кажется, мы допустили крупную ошибку. Потому что после референдума было логичнее распустить Верховный Совет и назначить новые выборы. Мы пошли другим путем. Мы пошли на создание новой Конституции. Но там возник сразу вопрос. Без съезда народных депутатов Конституцию принять невозможно. Ельцин принимает решение готовить так называемый президентский проект Конституции. И в апреле 1993 года на базе проекта Конституционной комиссии рождается вариант президентский. Это просто редакционная версия, на мой взгляд, того проекта, который столько лет вываривался, но с уже четкой президентской властью, сверхпрезидентской властью, то есть то, что мы имеем, в принципе, сегодня. Вот эта конституционная гонка, она направлена на то, чтобы увести внимание людей от неудач, от поражений в экономической реформе, от тех экономических преступлений, о которых говорил вице-президент. Поэтому сейчас очередной, отвлекающий маневр. По большому счету, создание совещания июньского конституционного – это опять же прорыв ельцинской стратегии. Не власть мне нужна, не попытка вас, моих оппонентов, лишить права голоса. Нам нужна Конституция. И нет ничего более консолидирующего, как объединиться по ее разработке и своевременному корректному принятию. И тогда мы решили сделать конституционное совещание, думая о том, что конституционное совещание, в котором участвуют все представители власти, федеральные, региональные, местного самоуправления, общественных политических организаций, что это позволит нам, надавить на съезд народных депутатов, он вынужден будет принять эту Конституцию. Нет, говорят Ельцину. Это было очень правильное действие, если бы не манипуляция с его подбором его участников, когда на первом же пленарном заседании не дали выступить председателю Верховного Совета, а для него мы готовили предложение, как соединить два проекта. Проект Конституционной комиссии и так называемый президентский проект, то есть его разновидность. Председатель Верховного Совета, ему поручено Конституционной комиссией, ему поручено Верховным Советом выступить. Просит 7 минут, нет, говорит. Извините, я что, сделал меньше, чем Ельцин за эти 3 года? Я говорю, Борис Николаевич, вы же сами председатель Конституционной комиссии. В вашей власти собрать и меня, и других членов Конституционной комиссии и сказать, делайте то-то. Вместо этого что он делает? Собирает какое-то конституционное совещание из каких-то совершенно неизвестных людей. Какая-то часть перебежчиков из крикунов Верховного Совета. Еще какие-то там юристы, черт знает кто.
совершенно несерьезная кампания. Называет ее конституционным совещанием, выступает перед ними, не дает мне слова сказать, кстати, председатель Верховного Совета. Это был какой-то чисто разбойничий вот такой подход, бандитский в буквальном смысле. О государственном подходе там вообще речи не шло. Вот что такое было конституционное совещание. Ну, начнем с того, что появилось 5 групп, которые на общественных началах готовили это все. Собчак, допустим, возглавлял группу, по-моему, юристов. У меня была группа промышленников и предпринимателей. У Филатова юристы и так далее. Их разбили вот по специальностям как бы. Я руководил, это была 5-я палата, она называлась условно «Палата регионов». Там было по 2 представителя от всех регионов России. От всех 89 регионов она была самая большая, самая сложная по численности, самая трудная, потому что республики с автономиями тянули в одну сторону. Края и области были категорически с этим не согласны, требовали равноправия и справедливо требовали. И было 10 автономных образований. Вот эти 3 вещи надо было свести к знаменателю. В результате рождались, да, компромиссные, но во многом удивительные и гениальные формулировки уже под утро в рамках согласительной комиссии. В конце концов, получилось и сложилось все едино на 100% у каждого, что раз страна у нас федеративная, Россия уже по Конституции федеративное государство, Российская Федерация, должен быть двухпалатный парламент. В парламенте нужно представлять интересы и всего народа, и интересы самих регионов как таковых. Появилось 2 палаты. Верхняя палата, вот, значит, это Совет Федерации, в которую ходит по 2 от каждого региона, и Дума, которая избирается демократическим голосованием, 450 человек. В дальнейшем позиции Конституционной комиссии отстаивались там, и проект в целом был улучшен, президентский проект. Многое было взято из проекта Конституционной комиссии. Я думаю, что в целом в итоге 70% нынешней Конституции – это проект Конституционной комиссии. И когда 12 июля Конституционное совещание одобрило проект Конституции, то борьба со стороны Верховного Совета усилилась. Просто люди устали от этой всей балды. От этих Шахраев, Бурбулесов, Козыревых, Шумеек, Чуйбасов, Ельцинов и прочих. Устали просто. И люди хотят одного – жить, нормально жить. Возникла ситуация, при которой страна зашла в тупик. В воздухе не просто пахло грозой, а грозовые разряды, они проскакивали постоянно. И вопрос для нас стоял только в том, когда именно будет, так сказать, произведен выстрел первый. Просто физически чувствовалось, как каждую неделю вот это противостояние становится жестче и жестче, жестче и жестче. И тогда уже дилемма стояла перед президентом. Что делать? Опустить руки, не проводить экономические реформы. Это грозило серьезными очень, на самом деле, последствиями. Это могло быть все вплоть до голода. 21 сентября 1993 года Борис Николаевич подписал указ, которым распускался Верховный Совет, съезд народных депутатов, и тут же назначались на 12 декабря выборы Государственной Думы. В соответствии с указом президента, который уже подписан, с сегодняшнего дня прерывается осуществление законодательной, распорядительной и контрольной функций съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. Жесткое, по сути, неконституционное решение этого конфликта было возможно. Мягкого решения этого конфликта не было. Заседания съезда более не созываются. Полномочия народных депутатов Российской Федерации прекращаются. Вкратце, одним словом, разгон съезда народных депутатов и Верховного Совета, точнее, представление их деятельности и начало новой конституционной реформы. Высшим органом законодательной власти становится Федеральное собрание Российской Федерации, двухпалатный парламент, работающий на профессиональной основе. Выборы назначены
на 11-12 декабря этого года. Указ и его необходимость была вынужденной. Ельцина, что называется, в тупик загнали. А мы знаем натуру этого человека. Он никогда не увиливал от опасности и никогда не позволял рассматривать себя марионеткой сложившейся ситуации. Мы об этом узнали на совещании у министра 20 числа, когда указ еще не был подписан. Но его содержание было уже известно, и поэтому министр объявил. Он сказал: я никого не заставляю, вот сейчас вправе каждый выбрать для себя свое место. Или за президента, или пишет рапорт и уходит. Это сказал как раз Ерин потому, что он понимал, там есть очень серьезная проблема законности и права. Мы в какой-то момент немножко с Борисом Николаевичем поспорили. Ну, знаете, значит, у силовиков есть правило, что когда решение принято, его надо выполнять. Так положено. Принесли этот указ на визирование, потому что был такой порядок. Я отказался визировать. Почему? Потому что это сплошное нарушение Конституции. Прибежал Филатов, начал орать, кричать, визжать там и все прочее. Я ему сказал: пошел вон отсюда, я эту глупость и дурь визировать не буду, потому что последует Конституционный суд и отрешение президента от должности. Ну, что, собственно говоря, и произошло. 10-й чрезвычайный неочередной съезд народных депутатов Российской Федерации объявляется открытым. После указа сразу была объявлена чрезвычайная сессия Верховного Совета. Все, кто был в Белом доме, там остались, и стали приезжать депутаты, которых там не было. Ну, даже его союзники в Верховном Совете, они запротестовали, сказали: ну это уже диктатура. Депутаты вырабатывали ответ. Было объявлено, что на основании неконституционного указа президент отрешается от должности, и Рудской становится исполняющим обязанности. Основные статьи Конституции Российской Федерации клянусь при исполнении обязанностей президента Российской Федерации соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, защищать ее суверенитет, уважать и охранять права и свободы человека и граждан, права народов Российской Федерации и добросовестно исполнять на меня возложенные обязанности. Все были страшно возбуждены. Не могу сказать, что перепуганы. Вечером 21 сентября президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин совершил государственный переворот. Конституционный суд немедленно рассмотрел указ президента и признал его противоречащим Конституции и отрешил президента Ельцина от должности президента. Он перестал быть президентом 22 сентября 1993 года. Надо прямо сказать, что указ был, ну, мягко говоря, на грани конституционности. А к этому надо добавить, что Конституционный суд во главе с товарищем Зорькиным был на стороне коммунистов. И в той ситуации нетрудно было догадаться, что, конечно же, Конституционный суд поддержит коммунистов и Хасбулатова. Борис Николаевич, подумайте, все мы люди, россияне, может быть, вы совершили ошибку, может быть, катастрофическую ошибку, но скажите это парламентариям, они ведь тоже россияне. Может быть, если есть все же шанс, в конце концов, повернуть сообща развитие России от катастрофы к согласию. Народные депутаты, к сожалению, этот мой голос не был услышан. И президент со мной не пожелал созвониться. Да, из этого выход мог быть, конечно, нормальный выход. Надо было Ельцину, в общем-то, прийти в Верховный Совет, объясниться. Да, это был бы трудный разговор. Но дело в том, что он был ведь в душе большой трус. Поэтому он не решился прийти в Верховный Совет, и никто от него пока и не ждал. Но он должен был прийти и как мужчина сказать: ну что ж поделаешь, вот подписал я. Оказался неправ. Давайте теперь будем вместе исправлять ситуацию. И все.
На этой волне после указа и после решения Конституционного суда Верховный Совет почувствовал себя как бы с такой мощной поддержкой, активно пошел вперед. Кто желает принять участие в митинге? Призываю всех граждан России, кому не безразлична судьба нашей страны, нашего Отечества, наших детей, своей гражданской активностью и протестом стать на пути диктаторского насилия над Россией, спасти ее свободу и честь. Верховный Совет и съезд отказались распускаться, разумеется. В первый же день стали собираться сторонники Верховного Совета у здания. Сначала их было немного, потом больше. Речь пошла на тысячи уже активистов. Всероссийская акция гражданского неповиновения антинародному режиму есть единственный путь спасения будущего России. И стало понятно, что противостояние не может так просто закончиться. Были приняты по линии силовых структур, МВД в первую очередь, меры по блокированию Верховного Совета. Внутренние войска приняли под охрану 53 объекта на территории Москвы. И подтянуты войска по варианту оказания помощи милиции при усилении охраны общественного порядка. Кольцо затягивалось медленно, постепенно, день за днем. Сначала отключили телефоны, потом отключили свет, потом отключили канализацию. Можете себе представить, там же половина женщин. Как можно отключить воду и, извините, клозеты? Потом обнесли колючей проволокой Бруно. Потом начали избивать на подступах к Верховному Совету наших сторонников и разгонять их слезоточивым газом. То есть вот это удушение Верховного Совета проходило довольно медленно на протяжении 2 недель. Может ли съезд принять, во-первых, в первом чтении, затем дать вам на доработку? Или нет? Вот, пожалуйста, конкретно. Я считаю, что в первом чтении можно принять. Так, спасибо. Происходило что? Большая серьезная работа. Во-первых, законодательная деятельность, очень серьезная. Так, ну и, конечно, непрерывное митингование, выступления, разработка каких-то тактических приемов, чтобы сделать, как бы нам из этого положения выйти. Так что была такая вот интенсивная работа, ничего там плохого не было, как о нас писали. Уважаемые коллеги, я ставлю на голосование проект документов принятия в первом чтении. Прошу голосовать. За. Прошу опустить. Кто против? Обстановка с каждым днем все накалялась. Сегодня в центре Москвы, столице Москвы, создан политический концлагерь. Уже если посмотреть, в 3 ряда колючая проволока, которая запрещена использоваться Организацией Объединенных Наций, потому что если человек в нее попадает, рвется тело, тем сильнее стягивается. Так вот, создав именно концлагерь политический в центре Москвы, эти люди еще набираются смелости, что ли, представлять такие ультимативные требования. Каждый день мы видели, как наращивается усилие со стороны Верховного Совета. Появились баркашовцы, появились приднестровцы. Стало понятно, что кроме того оружия, которое находится там, в Верховном Совете, уже появились люди с оружием из Приднестровья. Они были в куртках камуфлированных, там, в ватниках, и оружие было с деревянными прикладами, чего не было там в Верховном Совете. Мы поняли, что идет наращивание, в том числе возможность вооруженного противостояния. В целях обеспечения безопасности, сбора и складирования нештатного оружия, находящегося в Доме Советов, осуществить его сбор и складирование в Доме Советов и взятие под охрану. И вот это была, с моей точки зрения, основная ошибка власти.
то, что она допустила проникновение в Белый дом довольно большого числа людей с оружием и не смогла контролировать то оружие, которое уже находилось в Белом доме к тому моменту. Оружие службы охраны Белого дома. В ящиках, все такое новенькое, промасленное. В этом ящике 12 стволов. Это оружие учтено. Сумасшедших запасов оружия, боеприпасов, гранатометов и прочего здесь ничего нет. Противогазы и пустые ящики. А все то, что оружие положено по табелю, вы видите, как оно хранится. Его взять оттуда невозможно. Оружие было. Его было много. И если бы руководство Верховного Совета приняло решение все это оружие использовать, в Москве началась бы полноценная, настоящая гражданская война. Это я говорю с полной ответственностью. Еще раз заявляю официально всей прессе, оружие находится в руках только тех, кто имеет право на его ношение. Заявляю лично свою позицию. Если президентом будет допущен штурм этого здания, я однозначно заявляю, я отсюда не выйду ни на шаг, буду биться до конца. Сдаваться я лично не собираюсь. У меня принцип: лучше умереть человеком, чем жить подлецом. Подлецом я никогда не был и не буду. Поэтому президент России пускай знает, если они будут штурмовать, значит, вот этот блок, в котором я нахожусь, левый блок, будет биться до конца. Вот ложь, она бесконечная ложь, повторяют эту ложь, хотя она опровергнута. Когда поднялся вот этот шум вокруг какого-то оружия там и прочее, и так далее. А дело в чем? Кто-то из нас сказал, да пусть они попробуют только сунуться, у нас здесь столько всего, но в целях там напугать другую сторону. Этот мотив был использован пропагандой, и вот он служил этим целям. Если люди Лужкова или Ельцина попытаются атаковать здание, то я сомневаюсь, кому удастся уйти отсюда. Это уже тут я профессионал в полную силу, поэтому не рекомендую сюда вообще лазить кому-либо. К 3 числу туда съехалось довольно много народу. И из Приднестровья люди с боевым опытом, и из Северного Кавказа, и баркашовские ребята, и из Союза офицеров. То есть такой компот довольно аппетитный, прямо скажем. Ну, во-первых, коммунисты, причем коммунисты самые оголтелые и самые жесткие. Это люди, которые легко могли расстреливать. Собственно говоря, они это и делали, когда у них появилась возможность. И, конечно, они бы пошли дальше это делать без всякого сомнения на этот счет. Помимо, собственно, коммунистов, там, конечно, собралась не просто националистическая, а без преувеличения национал-социалистическая мразь. Люди с фашистской идеологией, люди, которые ничего, кроме ненависти к другим народам, не испытывают. Основную часть составляли коммунисты, плюс молодые националисты, плюс совсем уже фашистующие ребята, ну, типа баркашовцев. А в этом смысле это была такая гремучая смесь, вполне серьезная, вполне взрослая, которая готова была к, безусловно, массовым убийствам ради того, чтобы оказаться в Кремле. Слава России! Слава России! Слава России! Слава России! Ну, фашистующие сейчас, если посмотреть на Баркашова, это детский сад. Но тогда Баркашов внушал какое-то опасение. Но я считал вот что. Я, кстати, вовсе не приказывал прогнать. Дело в том, что кто бы ни был, они пришли с одним мотивом – защитить законную власть. Какие бы они ни были, их мотивы честные, я их поддерживаю. Потому что они в данном случае пришли с одной целью – защитить власть народа от посягательств, от путчистов. Если посмотреть на риторику боевую, то она, конечно, была такая абсолютно антисемитская. Ну, то есть там фашизмом воняло абсолютно откровенно. Фантастически неаппетитная смесь. Не случайно в конце сентября и в начале октября
к Ельцину были обращены призывы от серьезных публичных фигур из демократического лагеря «раздавите фашистскую гадину». Составляющей частью попытки госпереворота в 1993 году идеологическое обоснование был антисемитизм. Эти люди активно использовали националистические антисемитские лозунги. Естественно, что для того, чтобы поднять толпу, нужно указывать врага. Демократы не работают. Чужие, иные евреи, поддержанные Западом, они работают. Добрый вечер, друзья. Начинаем наше заседание. Уже не Хасбулатов командовал парадом в Белом доме. Командовали другие люди, которые уже его не слушали, потому что реальная боевая сила была не у него. Полевые командиры там руководили. Так это же жилет. Да, жилет. Я специально хотел. Вы как прямо воин российский, прямо так, рубаха настежь, понимаешь? Верховный Совет из просто депутатского сообщества постепенно превратился в вооруженный штаб. Даже из числа наших оппонентов, там умеренная часть все больше и больше понимала, что это так нельзя, и они куда-то катятся к предельной черте, но их несла волна событий. Давайте. Ну иди, формируй ответ. Не надо мне рассказывать. Я пришел в Верховный Совет за день до штурма или за 2 дня до штурма. Пришел к Рудскому и говорю ему: Александр Владимирович, вы зачем призываете там вооруженные силы, то все. А он мне говорит: я собой не распоряжаюсь. Объясняет мне в Белом доме. Тут же есть много людей с оружием, поэтому я уже не вполне собой распоряжаюсь. Я ночью приходил и объяснял, что никого никуда не надо идти, ничего не надо штурмовать. Рудской вместе с Хасбулатовым договорились провести Свято-Данилов в монастыре на следующий день, 12 часов, переговоры и найти мирное решение. Я ставлю на голосование командировать от имени съезда 2 председателей палаты. Пожалуйста, прошу голосовать. Мы впервые договорились о том, чтобы проводить переговоры. Патриарх сказал: я готов их возглавить под моей, так сказать, эгидой. Они пройдут Свято-Данилов в монастыре. Давайте договариваться. Ну и в этот же день с помощью Черномырдина мы вышли на Абдулатипова и Соколова, председателей палат обеих Верховного Совета. Мы сказали: мы ничего не требуем от вас. Мы сейчас все включим, но давайте договоримся, чтобы оружие оттуда убрать. Потому что это то, что может, вообще говоря, разжечь маленькую войну в Москве. Это был нормальный разговор людей. То есть фактически очень о многом договорились. Договорились о том, что включается свет в Белом доме, что подключаются все коммуникации, что вооруженные люди сдают свое оружие. И дальше уже договариваются как. Написали первый протокол. Они пошли в Белый дом. В 2 часа возвращаются, сказали, что мы получили добро. И 1 числа в 2 часа 40 минут мы подписали этот протокол. Спасибо. Передайте его святейшеству, патриарху, что мы действительно хотим мирного решения этого вопроса. И мы послушны и действительно сделаем все, что от нас зависит, с тем, чтобы мирным путем восторжествовал закон. Вам большущее спасибо. Ельцин пошел на то, на что он совершенно не хотел никогда идти. Так называемый нулевой вариант – это когда депутатский корпус распускается, и он, президент, тоже уходит в отставку и идет на новые выборы вместе с депутатами в декабре. Я считаю, что тот выход, который в результате нашли в Свято-Даниловском монастыре, был выходом. Но он был гибелью для тех, кто в тот момент уже взял контроль над Белым домом. Они уже оставались, как минимум, оставались не у дел. А как максимум, нужно было уже отвечать за те жертвы, которые были к тому моменту. Я думаю, что все-таки здравый смысл должен победить, и сегодня должны как-то договориться о сдаче оружия.
А ваш следующий шаг после этого? Вы сможете работать с русскими, с Хасбулатовым? Сначала должна заняться прокуратура. Мы 1 в 10 должны собираться у патриарха, но в 10 часов утра их нет. Они дезавуировали этот протокол. И практически эти 2 или 3 дня, которые мы переговаривались, 1, 2 началась буза уже на Смоленской площади, 3 числа начался мятеж. Ну, в общем, мы поняли, что они используют для того, чтобы сорвать, подготовиться вот к этой бузе. Я получил сведения о том, что под такой пропагандистский шум по поводу миротворческих усилий обеих сторон под эгидой Алексея II специалисты разрабатывают план штурма здания Верховного Совета. Стало ясно, что Хасбулатов закусил у дела. И хотя потом он и писал, что он там невиновен и так далее, но точку в этой провокационной всей ситуации поставил он, отказавшись от выполнения договоренности. В Белом доме, к сожалению, были люди, которые провоцировали эти силовые действия. Они хотели там стать жертвой, чтобы дальше нанести удар, и как бы посчитали, что на этой волне они добьют. Часть тогдашних депутатов посчитали, что власть валяется, Ельцин никуда не денется, надо дожимать. У тебя собирается большой митинг на Смоленской площади. Митинг собрался и закончился потасовкой с милицией. Очень серьезной потасовкой. Значит, 3 числа решили повторить этот митинг. Ельцин сказал не запрещать. Демократия есть демократия. 3 октября мятежный Верховный Совет, уже доведенный, так сказать, там до, в кавычках, героического состояния, подогреваемый экстремистскими настроенными депутатами, он, видимо, принял уже для себя решение брать власть вооруженным путем. Я в первой половине дня, как обычно, проехал из своего главка мимо Калужской площади к Белому дому. И в районе Калужской площади было где-то 1,5-2 десятка человек у памятника Ленину. На обратном пути возвращаясь, это прошло буквально часа 1,5, не больше, уже была толпа больше 10 тысяч. Я понял, что сегодня что-то произойдет. Ну, на этот митинг участники пришли с арматурами, с скалами, с цепями. Ну, что, может быть, оружие было, конечно. Переворот, который подготовили антинародные силы во главе с бывшим президентом Ельциным, перешел в заключительную стадию. В России перевороты долго не проходят. Они тянутся в течение 3-4 суток. Этот немножко затянулся. Я приехал на Октябрьскую площадь днем 3 числа. Там было, наверное, порядка 10 тысяч человек, манифестантов. И в этот момент мне повстречался единственный депутат, который попался мне на пути, на площади. Это был Уражцев, один из известных тогда активистов с мегафоном, который командует вперед, вперед, вперед. Я подскочил к нему, говорю: Виталий, что ты делаешь? Он говорит: ну, мы движемся на прорыв. Я говорю: прекрати, останови колонну, дай команду. Уже поздно, пошел ты. И повел людей на прорыв. Прошу, отойдите, пожалуйста, подальше. Кто способен идти на штурм мэрии, значит, стройтесь вот здесь в шеренгу. Молодые люди пускай идут сюда. Колонна
обрастала людьми по мере движения, она становилась все многочисленнее, все больше людей было. Потом их уже, наверное, было порядка 50 или 60 тысяч человек в итоге. Колонна подкатилась к зданию СЭФ, где было ограждение из колючей проволоки и поливальных машин. И вот там у здания СЭФ опять прозвучали выстрелы. Уже стреляли по толпе, стреляли из здания СЭФ. Затем оцепление вот это расступилось опять, ОМОНовцы разбежались почему-то таинственным образом. В поливальных машинах оставили ключи водители зачем-то. Никого не трогать! Обрезать все телефонные связи! Чиновникам выкинуть на улицу! Отлично! Вперед! Давайте шире шаг! Мэрию просто захватили, потому что, к сожалению, часть бригады внутренних войск просто отошла. И уже видно было из окон Белого дома, что оцепления нет. Какие-то кучки, может быть, еще военных там были или милиции, но совершенно беспрепятственно люди прошли к зданию СЭВа. Видно было, как они ломали машиной, там, подъезжали на машине к дверям. Жуткая вещь, толпа. Ну, а потом странный, необдуманный призыв Рудского двигаться в Останкино. Молодежь, боеспособные мужчины, в изъясненной части строится формировать отряды, и надо сегодня штурмом взять мэрию и Останкино. Я просил Хасбулатова, Рудского никуда не дергаться и воздержаться. Но когда заорал Рудской: давайте, тогда все покатилось. Победа будет за нами! Не сомневайтесь, что эти подонки будут сидеть на скамье подсудимых! Я прекрасно помню, как уже такая восторженная толпа встречала на балконе Белого дома выход Хасбулатова и Рудского, как они говорили, что а теперь пора идти на Кремль. Я призываю наших доблестных воинов привести сюда войска, танки, для того, чтобы штурмом взять Кремль с узурпатором, бывшим преступником Ельциным. И после этого несколько машин ушло к Останкино. Это, к сожалению, были эксцессы, которые, кстати, неизбежны, я и тогда считал. И чем больше тебя завязывался, затягивался этот узел, вот эта осада, тем больше следовало ожидать. Так оно и случилось. Вы знаете, когда вот в такой гражданский конфликт вторгаются огромные толпы людей, неподготовленных к этим делам, которые, собственно, и не знают, они единственное, у них одно чувство – борьба за справедливость. Все знали
Верховный Совет – слабая сторона. Он обороняется, он ни на кого не нападает. Поэтому у людей возникало чувство идти на защиту, какая бы ни была пропаганда. Мужики, машины сейчас на Останкино. Мы могли удерживать, и я в частности, удерживать контроль внутри здания. Но по мере того, как к нам примыкало огромное количество людей, десятки, сотни тысяч, вне пределов здания, управлять ими было уже фактически невозможно. По данным корреспондента Интерфакса, от Белого дома в сторону Останкино направлялись еще ранее 7 автобусов с вооруженными людьми. Были договоренности с военными, работали агенты, там, посланцы в воинских частях. Ну, военные многие говорят, да-да, поддержим. Ну, поэтому, когда все это дошло до схватки 3 октября, то Русской был уверен, что сейчас вот вертолеты прилетят, сейчас танки придут. Так что на 100% была уверена, что они одержат власть, они победят. Скажи, произошло народное восстание? Среди людей, сторонников Верховного Совета, 3 октября, конечно, была эйфория. Было полное ощущение победы, перелома, что все, там, страна наша, мы победили. Когда ты видишь, что подходят все новые и новые люди, да, создается ощущение, что тебя поддерживает, может быть, чуть не вся страна. Они все понимали, что вещание через СМИ является важным психологическим фактором. Но была допущена ими, я считаю, такая большая тактическая ошибка. В Останкиных уже ждали. Ждали наша спецгруппа. Здесь Анатолий Куликов свою роль сыграл. Он, собственно говоря, организовал оборону Останкина. Макашов прибыл к студийному комплексу. Толпа собралась возле Макашова порядка 10-12 тысяч. Там они сначала провели митинг. Мы смогли без кровопролития покончить с цинизмом там, в центре. Мэрия пала сразу. Люди не хотят ее защищать. Равно как вся милиция в центре сразу же перешла на нашу сторону. И мы ценим это. Мы ценим то, что милиция поднялась до понимания того, что высший долг гражданина и милиционера защищать Конституцию, закон. Сначала с ним беседовал представитель милиции, потом вышел офицер внутренних войск, начальник караула. Тот спокойно ему сказал, что не делайте никаких попыток штурма, личный состав будет применять оружие. К этому времени наши уже заняли полностью позиции. И, повторяю, мы не давали команды открыть огонь, но было людям разъяснено, личному составу, что огонь открыть только после того, когда будет огонь со стороны противника. Поднимайтесь, потому что нас предали, и у нас нет другого выхода, как стать плечом к плечу и твердым шагом смести всех, кто мешает справедливости и закону. Не отступать, не колебаться, не сомневаться. Мы правы, победа будет за нами. Ура! Вооруженных людей там было очень мало. Только охрана Макашова, может быть, человек 10-12. Все остальные были просто с флагами и с черенками от лопат. Многие с голыми руками, в основном, большинство, подавляющее. Требовали эфира, рвались внутрь, рвались в здание телецентра. И закончилось это тем, что один из грузовиков, на котором мы приехали, начал таранить ворота телецентра.
И что бы тут и кто бы что ни говорил, вот это для истории могу, как говорится, на Библии поклясться. Первым выстрелом из гранатомета, осколком хвостового оперения рядовому Ситникову, Николаю Ситникову, перерезала сонную артерию, и мы его не успели спасти. Он погиб. В ответ был открыт огонь. Началась стрельба из автоматов, посыпались пулеметные очереди, стали падать люди, загрохотало, загремело. Ну, началась такая бойня, которая, в общем, не имеет в моих глазах никакого оправдания, потому что стреляли во все, что движется. Если сейчас поднять архивы Останкина и посмотреть, откуда идут трассеры и откуда лупят из автоматического оружия, мы увидим, что снизу, с площади, там, где находились те, которых называли террористами, да, практически ни одного выстрела. Стрельба идет из КПВТ, с БТРов, с крупнокалиберных пулеметов. И стрельба идет из здания Останкина по людям, которые находились внизу. Тяжелый был момент, когда вдруг отрубилось телевидение. То есть было полное ощущение, что все, что Останкино взято, и что будет дальше, совершенно непонятно. Уважаемые телезрители, в связи с вооруженной осадой телекомпании «Останкино» мы вынуждены прервать эфир. В настоящее время сторонники парламента захватили первый этаж Останкина, и телетрансляции прекращены по всем каналам, кроме российского и петербургского. По сообщению корреспондента Интерфакса из района Останкинского телецентра, первая попытка штурма здания сторонниками Белого дома захлебнулась. Им пришлось отойти. В настоящее время продолжается перестрелка. Подожжен угол здания телецентра, где находятся эфирные студии. Среди гражданского населения есть раненые. Стреляли по автоматчикам и стреляли большей частью поверх, штурмующим. Что надо, 85-й? Надо, чтобы с того здания мы связаться не можем, все глухо здесь. Снайперов поражали, поругали, вооруженных, которые приближаются к нашему дому. Понял. В последующем стало известно, что там погибло 19 человек. Вот эти 19 человек – это те жертвы, которые были принесены во имя остановки гражданской войны в стране. Ты цел? Наверное. До сих пор я ведь тоже анализирую это постоянно. Это же все зарубки на сердце остаются. Рано или поздно все равно о них вспоминаешь раз, два, 10-й раз. Так. Я считаю, что нет, мы поступили тогда правильно, тактически грамотно. Вот, и с одной стороны выполнили задачу Останкина, не перешло в руки тех, кто хотел это сделать, и в то же время, значит, минимальные жертвы были при этом. В это время уже в Белом доме пили шампанское. Уже считали революцию свершенной. Дальше, после того, когда Макашов вернулся и как холодным душем облили, все протрезвели. Шампанское перестали пить, поняли, что Ельцин принял решение применить вооруженные силы. Было ясно, что инициатива перехвачена полностью, потому что они пролили первую кровь. Важно всегда, кто прольет первую кровь, кто сорвется. Вот надо отдать должное Бену, он не срывался, он держал ситуацию до последнего. Как бы по-разному можно относиться к Ельцину, но на этот счет Ельцин повел себя как лидер, как верховный главнокомандующий, и он взял всю ответственность на себя. Я поехал к Гайдару, приехал к Егору, и мы с ним высказали практически вот слово в слово суть картинки, которая состояла в следующем. Если у нас до сегодняшнего момента, до этого момента есть, скажем, там до 10 убитых, мы не знали точно цифр, но примерно понимали, то в любом случае к утру следующего дня у нас будет от 100 до 300 убитых. Это первое. Второе. Собственно, за следующие сутки ситуация разрешится либо в одну сторону, либо в другую.
Если удастся мобилизовать вооруженные силы, то ситуация разрешится в нашу сторону, и этим будет остановлена гражданская война. В ночь с 3 на 4 октября 1993 года Гайдар с балкона Моссовета призвал людей выйти и защищать завоевание демократии. Это был очень тяжелый и очень мужественный шаг, поскольку были одиночные выстрелы снайперов. Этой ночью никто не понимал, что реально происходит. Часть людей просто сбежала из института власти. И поэтому действительно надо было продемонстрировать, надо было добиться того, чтобы люди защитили свои завоевания. И они действительно вышли. Большая просьба не расходиться, сохранять бдительность. Ваша поддержка здесь – это источник и мужества для тех вооруженных сил, для тех отрядов милиции, которые стоят на стороне президента и выполняют приказы. Именно потому, что вы здесь, они видят, что их бросают не против народа, что народ с ними, что их бросают против кучки мятежников и заговорщиков. Поэтому большая просьба оказать им эту моральную поддержку. Мы сюда пришли, чтобы отстоять Россию. И мы никому не отдадим ее, никаким так называемым патриотам. И мы должны защитить законную власть. Мы призываем тех, кто готов поддержать в эту трудную минуту российскую демократию, прийти ей на помощь, собраться у здания Моссовета с тем, чтобы объединенными усилиями встать на защиту нашего будущего, на защиту будущего наших детей, не дать снова на десятилетия сделать из нашей страны огромный концентрационный лагерь. Егор Гайдар был самым блестящим интеллектуалом среди экономистов нашего поколения, но не это было все-таки в нем главным. Наверное, умных людей много. Гайдар был человеком потрясающего, поразительного мужества и бесстрашия. Вот, вы знаете, у него он был бесстрашен на физиологическом уровне. Вот как-то я ему говорю, слушай, как-то вот там очень конкретная ситуация, очень опасно. Вот сейчас это опасно. Он говорит, нет, пока бояться рано. Поверь мне. Я говорю, а через неделю будет поздно. Поэтому бояться вообще не надо. Вот это стиль его жизни. Он действительно был, он как-то обладал таким физиологическим бесстрашием. Я сюда, и мы оба пришли по призыву Гайдара по телевидению. Вот и все. И зову сердца, естественно. Мы просто сочли своим таким непременным долгом находиться тут и будем здесь долго. Не прийти сюда было трудно, что сейчас последний момент. Последний момент. И каждый честный человек должен стать на сторону президента. Был призыв Гайдара выйти на улицу. Это была очень опасная вещь, потому что на улице вышли безоружные люди, а с той стороны люди были с оружием. Это безответственно защищать свои реформы таким способом. Сначала довести до этого, а потом сказать, теперь выйдите, меня защитите, пожалуйста. Конечно, а какой Игорь Алексеевич еще может занять позицию, кроме как не действовать и не вмешиваться? И почему призывать защищать свою страну? Это безответственно. Да, это было очень тяжелое решение, но противоположно стояло в том, что вот есть народ на улице, который борется с правительством, и никто его не защищает. А выяснилось, что это совсем не так. Выяснилось, что Ельцина есть огромное количество людей, которые готовы защищать. И заметьте, не с оружием в руках, они были не вооружены, в отличие от противоположной стороны. У силовых структур складывалось впечатление, что вот он народ. Как в 1991 году собрался около Белого дома, это и есть народ. И надо было разрушить это представление, показать, что это как бы не вся Москва, а вся Москва вот в другом месте, и она такая же многолюдная и такая же сплоченная. Именно поэтому Гайдар пошел на то, на что он пошел. Пошел и призвал людей выйти на защиту тогда мэрии, потому что это было, собственно, главное место, где можно было реально собрать людей. А этот призыв я и до сих пор считаю на тот политический момент исторически абсолютно оправданным.
абсолютно оправданным, тем более, что и сам Гайдар поехал туда же. Он выступал в мэрии ночью, а там и снайперы работали. Там были настоящие риски, серьезные, которые Гайдар принимал на себя без какого-то сомнения. Дело в том, что в 93-м был коммунистический путч. И вернуться опять в коммунистическое прошлое, эта мысль была просто недопустимой. И это заставило меня абсолютно без каких-то мучений, заставило безоговорочно и активно поддержать Ельцина в том, чтобы уже угроза возврата такого кондового коммунизма перестала существовать над Россией, перестала висеть над страной. Я был во время вооруженного противостояния на стороне Ельцина, но считал, что Ельцин несет ответственность за то, что это вооруженное противостояние возникло. Сегодня Ельцин Борис Николаевич должен применить все, что есть в его распоряжении, в смысле сил безопасности, Министерства внутренних дел, для подавления применения силы со стороны фашистующих, экстремистских, бандитских формирований, собранных под эгидой Белого дома. Да, это такая вот тяжелая позиция. И не все мои товарищи поняли меня. И до сих пор есть упреки. Но для меня тогда важнейшим вопросом было сохранение государственности и любой ценой недопущения гражданской войны. А Белый дом развязывал гражданскую войну. Когда в 2 часа ночи собрались в кабинете у Грачева, Министерства обороны, там прошел Совет Безопасности. Там было принято решение штурмовать Белый дом. Грачев сказал Ельцину, что мне нужен ваш письменный приказ. Грачев больше даже думал, может быть, не о себе. Он достаточно храбрый человек, герой Советского Союза, и показал себя в Афганистане. Он в большей степени думал об авторитете вооруженных сил. Ельцин сказал: хорошо, будет вам приказ, но он обиделся за это на Грачева и ушел, и покинул это совещание. Было принято решение провести войсковую операцию совместную с органами внутренних дел, в первую очередь, с Министерством безопасности, по окружению и ликвидацию преступной группировки вооруженных формирований, которые находились в Белом доме. Грачев поставил задачу Главному оперативному управлению спланировать проведение этих мероприятий. Он привлекал Таманскую Кантемировскую дивизию для этой цели. Мы привлекали, кроме дивизии Дзержинского, 21-ю бригаду Софринскую. По замыслу в 7 часов все должны занять исходное положение, и сигналом для начала должен прозвучать выстрел болванкой из танка по Белому дому. Здравствуйте, уважаемые зрители российского телевидения. Мы вновь в эфире с экстренным выпуском программы «Вести». В нашу редакцию поступает все больше запросов от телезрителей, почему не выступает президент. За разъяснениями мы обратились в пресс-службу президента России, где нам сообщили, что всю текущую ночь президент вел активную работу, в частности, провел серию переговоров, совещаний и консультаций, в частности, с силовыми министрами. И выступление президента, обращение к народу, очевидно, состоится сегодня. Я обращаюсь к гражданам России. Вооруженный фашистско-коммунистический мятеж в Москве будет подавлен в самые кратчайшие сроки. Для этого у российского государства есть необходимые силы. В тот момент, когда Ельцин принял решение действовать жестко, по сути, на самом деле все были готовы к этому. Да, это было труднейшее решение, которое принимал Борис Николаевич. Но он считал, что другого варианта сдержать это противостояние и не допустить гражданской войны в России, у него другого выхода не было. Кто первый начал, тот и несет ответственность.
И они первыми начали. А раз они первыми начали, значит, это надо было пресекать. Я проснулась на 6-м этаже в помещении буфета уже от стрельбы. Мы подошли к окну и увидели, что у баррикад уже лежали люди какие-то. Мы сначала не поняли, что некоторые из них были ранены. Мы увидели танки, а потом до нас дошло, что штурм, он так или иначе начался. Там была война, да? 4-го это была война. Стреляли снаружи, стреляли изнутри. Очень быстро привыкаешь к автоматным очередям. Но невозможно привыкнуть к выстрелам из танков. Наверное, это самое страшное. Просто каждый выстрел, это сотрясается весь Белый дом. Ощущение, что он сейчас сложится как карточный домик. Переговоры были бесполезны. Видите, там было 2 человека непримиримых. 2 человека, которые панически боялись за свою жизнь. С ними невозможно было ни с одним, ни с другим говорить о каком-то примирении. Когда товарищ Рудской призывал, правда, уже в состоянии истерики, друзья летчики, летите и бомбите Кремль, он делал это искренне и от души, считая, что вот это правильно, так и надо спасать себя прежде всего. Я умоляю боевых товарищей, кто меня слышит, немедленно на помощь к зданию Верховного Совета. Я работал тоже в Белом доме, и это я вывел в прямой эфир самопровозглашенного президента Рудского, который по радио «Эхо Москвы» кричал: «Товарищи, поднимайте самолеты, летите бомбить Кремль». Если слышат меня летчики, поднимайте боевые машины. Эта банда засела в Кремле и в Министерстве внутренних дел, и оттуда ведет управление. Ну правильно, ну а что ему? Он же военный. Он военный, он видит в отчаянное положение так. Вот он уже призывал. Ну вот я не осуждаю. Это все эмоции. Я всегда говорю, что давайте вас закроем в каком-то здании и начнем лупить кумулятивными фугасными снарядами из танков. Постараемся, чтобы вы живы остались, а потом спросим, ну как ощущения? Кайф словили? Он думал, что кто-то придет на помощь. Но никто не пришел на помощь. Все трусливо попрятались, а другие трусливо взяли взятки и стали громить. Артиллерийский обстрел, все с тяжелых танковых пушек обстреливать. Что это за офицеры? Так, это ж дрянь, дерьмо собачье. Какие это офицеры? Ну что ж, Александр Владимирович, наверное, полагал, что какие-то сослуживцы все-таки встанут за него и потребуют какого-то иного подхода. Никаких осколочно-фугасных, только болванками стреляли по верхним этажам. Болванка не разрывается, она это так сказать, учебный снаряд, который поражает цель, обозначает поражение мишени, но он не несет на себе поражающих факторов за счет разлетающихся осколков и взрывчатых веществ. И если бы там были осколочные или осколочно-фугасные или кумулятивные снаряды, то, конечно же, там было бы неимоверно много жертв. Но ни один депутат Верховного Совета, ни одного человека при обстреле танками, там никто не погиб. Подбили из пушек. Заходите в тот зал. Раненых мы отсюда вынесли. Они говорят, что я стрелял, показываю автомат. Подождите. В масле. У нас есть звуковая запись всех команд, которые отдавались ОМОНу из Министерства внутренних дел. Ериным, начальником УВД милиции, Панкратовым, города Москвы. У нас сохранились все 10 пленок. 10 пленок магнитофонной записи, кто отдавал какие команды на уничтожение людей. Слушай, твои не полегли, они сдохли как собаки, ты понял, нет? Сдохнут столько же, если вы не прекратите свою ерунду. Лучше выходи, надевай себе белую простыню и выходи, понял, нет?
Ну, последний день он самый сложный, Тяжелый был день. Конечно, уже началась атака. Кабинет мой обстреливали, там так штукатурка летела, там вот это огромные дорогостоящие люстры, я помню, с треском повалились. Там охрана бросилась ко мне, говорит: Узан Бранч, пойдемте туда-сюда, 3-е, 4-е. Дорогие сограждане, я обращаюсь к вам в трудную минуту. В столице России гремят выстрелы и льется кровь. Свезенные со всей страны боевики, подстрекаемые руководством Белого дома, сеют смерть и разрушение. Все, что происходило и пока происходит в Москве, заранее спланированный вооруженный мятеж. Он организован коммунистическими реваншистами, фашистскими главарями, частью бывших депутатов, представителей Советов. Никакой он не президент, это преступник. Ельцин, да, Ельцин, это подонок, это сволочь. Самое главное, вот он и был вот воплощением фашистской диктатуры. На улицах Москвы был тот период разгул фашизма. Когда танки стали шарахать по Белому дому, был легкий шок, но не было ощущения пролития крови. У меня было абсолютно твердое ощущение, которое, кстати, до сих пор сохранилось, что главная задача была вот этими болванками шарахнуть по окнам и по верхним этажам Белого дома, что произвело, конечно, на весь мир крайне гнетущее впечатление, чтобы сказать им: ребят, все, уходите, не надо крови, не надо стрельбы, не надо, чтобы хоть кто-нибудь там погиб. Бросайте оружие, выходите, и все, в общем, будет нормально. И все и было потом нормально. Просто появились люди в полном обмундировании, тогда еще непривычных этих шлемах. Сделали вот нам вот так. Мы спросили сразу, альфа они или не альфа. Объяснили им, что здесь находятся журналисты. Надо сказать, что отношение к журналистам было на редкость вежливым. Появились переговорщики от Альфы, которые с Русским Хасбулатовым договорились о сдаче Верховного Совета без боя. Потом пришли ко мне депутаты и говорят, что вот альфовцы прибыли к нам, и они уже там встречались с депутатами, и с Рудским, и с другими. Так, но они непременно хотят видеть вас и переговорить с вами. Я спустился вниз, так вот, на 2-й этаж, вот там небольшая группа депутатов, мои заместители все. И вот этот Володя, он отрекомендовался. Так, 2 молодых симпатичных офицера. Один из них встал, отдал честь и говорит: товарищ председатель Верховного Совета, вот буквально так, вы сделали, как мы считаем, все, что можно было сделать мирным путем. Теперь позвольте нам вас спасти. Я говорю: ну что ж поделаешь, придется тогда так действовать, как обстановку велит. Так, да и вот офицеры дают слово, что они сдержат. В настоящее время, по данным агентства Рейтер, продолжаются переговоры между представителями парламента и президента. Тогда они предложили сдаться, выйти с белым флагом. Все говорят: ну, сдаться, так сдаться. Охрана говорит: о, хорошо, где белый флаг возьмем? Рудской сидит бледный абсолютно. Принесли откуда-то сшитые простыни. И стал вопрос о том, кто пойдет с флагом-то. Хасбулатов говорит: ну, если я пойду, как понимаешь, расстреляют. Рудской говорит: и меня. Они хотят, чтобы мы все вышли с белым флагом и пулеметами нас покосят. Нет, так не будет. А вот парламентеры. Справа Руслан Аушев. Сзади в белом плаще Кирсан Илюмжин. Сам штурм был довольно тихий. Просто Альфа вошла тихо в здание и, насколько возможно, бескровно и безболезненно стала выводить людей. После нас сразу стали выводить депутатов. Там было, правда, немножко другое отношение. Они шли с поднятыми руками, насколько я помню. Но, как мы помним,
Ни один из депутатов не погиб. Да? Ни один. В числе жертв, а их около 140 человек, этих жертв, в пределах, так сказать, общее количество жертв в эти октябрьские события, нет ни одного депутата Верховного Совета. Видите, им подсказали. Так, умные люди там тоже действовали, так что депутат не трогать. Мне милицейские генералы, несколько человек говорило, что в пределах 1500 человек было погибших. Они их вывозили в крематории. Так, они прятали всячески вот эти следы для того, чтобы их не обвинили. В чем, как вы сами знаете, как Нюрнбергский процесс, чтобы не произошел. Вот, чтобы вот в это страшное обвинение, чтобы у них не было. Там прокуратура нашла основание, там что-то, если я не ошибаюсь, что-то 136 или 146 человек убитых. 147 человек погибло. Ну, это я всю цифру называю. Военнослужащих, конечно, минимальное было число, но были тоже погибшие военнослужащие. Число жертв официально было 152 человека погибло в результате этих событий. Я думаю, что на самом деле больше, конечно, может быть, человек 300-400. Но если бы вот все эти сотни стволов, которые лежали в подвалах Верховного Совета, загрохотали, число жертв пошло бы на тысячи, а может быть и на десятки тысяч. Я был последним депутатом, который вышел из Дома Советов. Я сначала пошел к Рудскому, который сказал, что сейчас в том же все, он готов покончить жизнь самоубийством. Потом пошел к Хасбулатову. Помог ему одеться, одел на него плащ, он был такой белее полотна. Спустились вместе к центральному подъезду. И там стоял Рафик с Коржаковым, который их ждал. Рудской, видно было, что этому было стыдно. Я когда ему сказал, генерал, 3 раза в плен не сдаются, а стреляются в открытую. Было понятно все. Это фиаско. Все закончилось. Хасбулатову было все равно. Он уже спокойно, меланхолически все это воспринимал, потому что он понимал глубину трагедии всей. Ну, что поделаешь, вот такая была. Так что в один день с второго человека в государственной иерархии сразу бросают так, в Лефортово. Конечно, так, это так довольно-таки сложно. Лучше было бы, если я их застрелил. Поэтому у меня пистолет был в кармане, потом в патроннике, и я могу действительно, если возможность была такая, я прибил бы и того, и другого. 140 человек погибло. За что? По их команде. А потом еще, когда я удалось, что еще 10 человек погибло. Всего 150. Кто должен за это ответить? Задержаны и доставлены в следственный изолятор в Лефортово Хасбулатов, Рудской, Баранников, Дунаев, Очалов и Макашов. Судьба Виктора Анпилова пока неизвестна. Москва в тот момент поддержала Ельцина, потому что, конечно, вот говоря там, простым языком, всех это сильно достало. И ощущение не только у там, элиты политической, которая поддерживала Ельцина, но и у, на мой взгляд, большинства в тот момент продвинутого населения. Оно, в общем, самое активное, самое сильное, оно было на стороне Ельцина. Дорогие соотечественники, кошмар тех черных дней позади. Не нужно говорить, что кто-то победил, а кто-то потерпел поражение. Сегодня это неуместные кощунственные слова. Нас всех обожгло мертвящее дыхание братоубийства. Погибли люди, наши соотечественники. Их уже не вернешь. Боли и страдания вошли во многие семьи. Как бы ни различались их убеждения, все они дети России. Это наша общая трагедия, наше общее горе. Хотел бы обратиться со словами благодарности к москвичам за поддержку президента и правительства. Если бы не ваша позиция, если бы не те, кто пришел той ночью в центр города
Не исключено, что цена, которую пришлось бы заплатить, защищая свободу и демократию, была бы неизмеримо больше. Все москвичи настоящие как раз за демократию, за Ельцина, за то, чтобы кончился этот красно-коричневый фашизм. Вы сделали благородное дело, спасая Великую Русь, многонациональную Россию. Мы победим, мы демократы. Мы защищаем свою свободу, своих детей, своих внуков, родину. У нас больше ничего нет. Если мы сейчас не победим, то хорошего ничего не будет. А кормилица что нам скажет? Ну, я то же самое. Меня привело сюда веление собственного сердца. За нас, за детей, за близких. Готов отстаивать демократию для того, чтобы наши дети, внуки жили нормально в демократическом обществе. Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации Луцкого Александра Владимировича на приказ министра обороны Российской Федерации номер 013. Ельцин, в принципе, поступил очень правильно и мудро, приняв решение об амнистии. И, как мы видим, и жизнь показала, что это был шаг правильный. Вот ожесточенность, она бы не привела к тому, чтобы потом быстрее наладить жизнь, нормальную жизнь в стране. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что за государственные перевороты нужно отвечать. То, что амнистия произошла, это ошибка политическая, потому что это должен быть абсолютно урок для поколений, что нельзя с помощью революции делать политику. Вот. Они по башке, конечно, не получили, они по сути, вышли героями, и для страны это не стало уроком. Это была схватка между Борисом Николаевичем и Госдумой, которую Борис Николаевич проиграл. На тот момент это для меня было страшным ударом, и я был бы, конечно, категорически против этого, если как-то я мог бы повлиять на ситуацию. Я бы этого не допустил. Но если посмотреть на 2-3 шага вперед, то я не исключаю, что, возможно, этот шаг оказался успокаивающим и умиротворяющим в гораздо большей степени, чем, наоборот, взрывающим ситуацию. Я помню, Ельцин мне тогда звонил и говорит, такая какая-то амнистия, людей выпускать, никого не выпускать. Я говорю, ну вы что? Во-первых, это акт прямого действия. Во-вторых, это решение генерального прокурора, которое вы назначили, товарищ Казанник. Он пофрычал, значит, он никогда матом не ругался, но я понял, что внутри что-то нехорошее он сказал. Потом как-то мы с ним встречались, он говорит, да вообще все правильно, бог с ними. Все равно погоду не делали. Борис Николаевич не был рад этой амнистии. Не был. Так получилось, да, что Дума приняла эту амнистию. И как бы это ему не нравилось, он остался в правовом поле, он не стал ничего нарушать, он не стал мстить, хотя мог бы, да, своим противникам. Когда он меня вызвал и спросил, Георгий Александрович, можем ли мы что-то как-то этому воспрепятствовать? Я говорю, Борис Николаевич, нет, потому что это исключительные полномочия Думы, так записано в Конституции. Он, ну что ж, значит, будем жить по Конституции.